ложись и будь послушным мальчиком. Ой, не чавкай, только не чавкай. Еще и не рычи. И не рычи. Добрый день, друзья. Сегодня сделаем пересадку орхидеи. Названия на горшочке не было. Но наверняка у нее есть какое-то имя. Но именно эту орхидею мне прислал подписчик из Санкт-Петербурга. Их было 3, мы за всеми наблюдаем. Одну мы пересадили, в другой появилась маленькая деточка. Пересадку первой орхидеи, ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Это будем считать, что вторая орхидея, готовая к пересадке. И для этих 3 орхидей создан плейлист. Ссылку на плейлист я оставляю в описании под видео. Ну а как ее зовут, мы наверняка с вами узнаем, когда она зацветет. Давайте сначала посмотрим, какие у нее корни выросли. И если кому-то интересно сравнить, то как раз проходите в плейлист, там есть распаковка посылки с этими орхидеями. И вы увидите, в каком она состоянии пришла и какая разница между первым впечатлением, когда я ее распаковывала, и сейчас. Ну, могу вам сказать, что у нее прекрасно начали расти корни от шеи. И даже сейчас видно маленькие корешки. А при получении корней в горшке почти не было. Но сейчас есть и растущие корни в горшке. И самое время ее пересадить. При пересадках я никогда не обращаю внимания на фазы Луны, на погоду, на время года. Я обращаю внимание только на то, что орхидея находится в вегетативном состоянии, у нее активно растут корни. По-моему, даже это 3-й лист, который она растит у меня дома. Ну, давайте приступим к пересадке, посмотрим, какие корни она вырастила в горшке. Пока не убрала грунт и хорошо видно, покажу вам. Это маленькие тонкие волоски на корнях, которые называются ризоиды. Именно такими волосками орхидея прикрепляется к любой поверхности. И посмотрите, они есть на всех корнях. Понемногу, но есть. Вот такой, как будто белый налет. Нет, это не налет. Это замечательно, когда орхидея отращивает такие тоненькие ризоиды. Ну, а теперь посмотрим. Видите, какой тут был крупный керамзит. Вот это, наверное, или хозяин делал, потому что торфяного стакана я не вижу в орхидее. Может быть, была пересадка, но мне об этом неизвестно. Да, забыла вам сказать, что эта орхидея еще и была обожжена питерским солнцем. И остался вот такой сухой лист, который я обрезала. Видите, дальше, после этого ожога, ничего с орхидеей и не произошло. Лист остался целым. Сложно мне сказать, пересаживала ли хозяин эти орхидеи, убирал ли торфяной стакан. Сейчас есть такие орхидеи, которые приходят и без торфяных стаканов. А вот керамзитинг, он не хочет отпускать корешок. Есть совершенно пустой веламен, который остается в руках. Вот еще есть такой корень. Смотрите, вот это именно веламен и паренхима. А вот это основной цилиндр. Это тонкий корень орхидеи или тяж.
так как он светлый, он живой. И можно его не убирать. Он хоть немного, но помогает орхидее добывать влагу. Видимо, все-таки был какой-то торфяной стакан, потому что вот они, остатки корней. Вот они. Вот эти корни были, видимо, в торфяном стакане. Может быть, был торфяной стакан убран, а может быть, была и пересадка. Хотя грунт очень похож на грунт производителя. Но не будем с вами гадать. Эти корни сразу отрезаем. Они не нужны орхидее совсем. Ищу сухие корни, которые будут орхидеи совсем не нужны в новой посадке. Вот вижу такой корень, но он где-то запутался с новыми растущими корнями. Вот он, вот его окончание. Вот. Нашла. Теперь отрезаем. Так, что еще? Вот сухие части. То есть я убираю сухой веламен, потому что если его даже оставить в посадке, это именно будет та гниющая органика, которой очень любят питаться подуры. Ее оставлять в новой посадке совсем не нужно. Так. Ну что, теперь надо промыть корни, посмотреть, может быть, еще что-то найдется, которое не пригодится в новой посадке, и посадить орхидею. А потом мы с вами еще рассмотрим, какие маленькие корни от старых корней подросли, их будет лучше видно. Я вам их покажу. А как я промываю корни под проточной водой, ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Что ты за кракозябры принес? Это остатки от игрушки. Да. Любимая игрушка. Хаки-ваки. Давайте теперь внимательно рассмотрим корни орхидей. Потому что многие спрашивают, нужна ли обработка какими-то химикатами именно таких корней орхидеи. Потому что видят вот такие черные пятна, и сразу кажется, что это гниль, и сразу кажется, что этот корень погибнет или сейчас заразит всю орхидею какой-то невероятной болезнью. Нет, если вы видите вот такие почернения на корнях, обрабатывать орхидею не нужно. Здесь немножко сгнил веламен. Этот веламен можно убрать. А корень дальше живой и здоровый. Даже можно вот это все черненькое убрать с корня. Аккуратно постараться не сломать корень в этом месте, потому что этот тяж, он очень-очень тонкий. Когда он влажный, он не такой хрупкий, но в любом случае тоненький. Еще один корешок. Вот я вам говорила, что это живой тяж. Здесь можно ничего не трогать. И даже вот это почернение не будет играть для корня никакой роли, а тяж, живой тяж можно оставить. И есть один корень, который бы мне хотелось вам показать. Сейчас переворачиваем орхидею.
И рассматриваем вот этот корень. Здесь внизу здоровая часть, а вот эта часть, которая росла от шеи, гнилая. И веломен также снимается. Но не надо такой корень совсем удалять или обрезать. Можно снять этот сухой веломен. Для того, чтобы, если этот корень уйдет в посадку, не давать пищи так семенами нелюбимым подурам. Хотя подуры непосредственно самой орхидеи не вредят. Они питаются именно гниющей органикой. Но в горшке это не всегда приятно. Если убрать всю черноту, то мы тоже под ней увидим вполне здоровый корень. Вот и оставим его в покое. Есть еще таких два корешка, которые вот этот и вот этот, которые также подсушили веломен. Если веломен сам не снимается, присох, можно и не снимать. Но если есть возможность, все-таки нужно убрать этот веломен, потому что паренхима, которая вот губка, которая находится сейчас вот под этим тонким слоем веломена, она чернеет внутри. Ну, это неприятно и смотреть на это, да, и корню эта часть сгнившей паренхимы тоже не нужна. Я бы все это сделала под водой и промыла бы все сразу эту черноту, но сначала показываю вам, потом еще раз пойду промою эту черную часть корней. Я это сразу делаю под водой. Так, а теперь нужно посмотреть, если на шее остались какие-то остатки листьев, остатки старого грунта, остатки корней старых. Смотрите, вот старый корень, а на нем остался веломен. И остались вот эти пеньки, это кусочки тяжей старых корней. Вот это все тоже аккуратно вычищаем. Орхидея не старая. У нее нет длинного сухого ствола. Вот здесь было начало. От него мы отрезали старые корни. Так что орхидея молоденькая. И похоже, что сильная. Белые орхидеи очень сильные. Может быть, она будет белая? Пока непонятно. Если какие-то части старого грунта с корней не отмываются, не трите, не старайтесь это все вымыть до идеальной чистоты. Пусть так и останутся. В посадке корням это не навредит. Ты все-таки пришел помогать? И я оставила этот шарик керамзита, потому что слишком уж корень к нему прирос. Удалять и убирать этот кусочек керамзита я не стала. И я тебя люблю, конечно.
Юлий, иди к нам. Не надо, нам Семы хватает. А, ну да, я забыл. Горшок подбирается по размеру корней. Как же мне так показать? Тут помощник же пришел и мешает. На этом горшке, к сожалению, не написан литраж, но он чуть меньше 2 литров. Так, корни отлично помещаются в горшок. Сёма. Можно сделать посадку чуть глубже в горшок. Для того, чтобы когда со временем начнут засыхать нижние листья, а это будет обязательно, потому что орхидея растит новые и обязательно сбрасывает старые. Чтобы потом, когда она это сделает, добавлять грунт. За 3 года это обязательно произойдет. А каждая посадка у меня примерно 3-4 года. Исключение составляют только те орхидеи, которые очень активно растут и буквально за 1,5-2 года вырастают из горшка. Тогда я их пересаживаю. А так обычно посадка на 3-4 года. Ну а посадки у меня самые простые. Я насыпаю чистый керамзит в горшок. Контролируй, пожалуйста. Сёма. Я все правильно делаю, Сём? Да. Товарищи. Раз профессор отвернулся, наверное, все правильно. Семка, мне твой хвост мешает. Не забывайте, что шея орхидеи должна остаться на поверхности грунта. Она ни в коем случае не должна быть вот так закопана, потому что шея должна проветриваться. Должен быть приток воздуха. Тогда орхидея будет здорова. А все возможные корни помещаем в грунт. Если промывали орхидею под проточной водой и в точку роста и в пазухи листьев попала вода, обязательно нужно промокнуть салфеткой, туалетной бумагой, убрать всю воду из пазух и точки роста. Как-то надо делать это так аккуратно, чтобы не повредить точку роста. Иногда вы мне пишете, что я так старалась, что сломала самый-самый верхний лист. Аккуратненько. Ну что ж, вот такая посадка. Понаблюдаем дальше за этими орхидеями. И не забудьте, что хозяин этих орхидей разрешил мне подарить вам эти орхидеи, когда они зацветут. И я это обязательно сделаю. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.